можешь мне объяснить, как тебя угораздило упасть с лестницы? Я не сама. Ну, конечно. Меня толкнули. Леночка, у меня для тебя сюрприз. Сюрприз. Герои погибают в книгах, а прототипы в жизни. Меня столкнули. Кто это был? Это была Дубровина. Тихо. Куда же она? Что это такое? То не то, не то. Ребята, вы можете сказать хотя бы, что вы ищете, а? Оружие. Оружие в моем доме. Вы с ума сошли? Ник, и мне кажется, что из этого оружия кого-то застрелили. Так. Алло? Алло, да. Да, это Юля. Ой, я даже не знаю. А в какое время вам удобно? В чем дело, Юля? Почему пылесос посреди комнаты? Кто звонил? Мансуров Марта Рудольфовна. Он хочет, чтобы я позировала ему для портрета. Смотри-ка, что творится. И что ты ему ответила? Надеюсь, согласилась? Нет, я не успела. Я случайно повесила трубку. Ну так перезвони ему и договорись о сеансах. Что ты смотришь? Ну я же должна знать, когда не могу на тебя рассчитывать. Значит, вы не возражаете? А с какой стати мне возражать? Он же тебя не на черное место приглашает, а я так понимаю, позировать для портрета? Нету. Здесь тоже пусто. Может быть, кто-нибудь хочет чаю? Спасибо. Спасибо. Да, вы знаете, Сереж, я думаю, что Юля именно туда, в заварник, засунула пистолет. Простите. Понимаете, она должна была что-то спрятать. И что-то спрятать именно в вашем доме. Просто больше негде. О, Веста. Что-то нашла. Веста. Ну, Может, давай. ты хоть что-то нашла, а? Давай, что там? Ну, хоть что-нибудь. Что там? О, прекрасная находка. Подойдет, нет? Везешь? Садись, поехали. Я, конечно, очень не хочу вас расстраивать, но, по-моему, вы ошибаетесь. Держи. Да, придется с вами согласиться. Ну, извините за Да беспокойство. нет, ничего. Простите. Пошли. Да, приходите еще. Я вас чаем напою. Ну, всего доброго. До свидания. Кстати, шторы откройте, солнышко на улице. Ну, Еще раз простите. Да ничего. если хотите, я все уберу. Не надо, все хорошо. Да? Да. Вот, ну, тогда до свидания. Да, до свидания. Всего хорошего. Чай, кстати, был прекрасен. Спасибо. Вот. Извините еще раз за Ничего, беспокойство. ничего, хорошо? ничего, все хорошо. Все нормально. Пойдем. Серег, Подожди, собака-то моя. Так, где ты там? слушай, ты достал Эй! со своим... Ты что сделал? Ты что сделал-то? Ник, извините, он... Ты что натворил, засранец, а? Ты что делаешь? Простите, пожалуйста. Извините, Ради у бога, нас, простите. он тоже, у нас все У подушки. него, знаете, это не всегда так. Да. Просто... Ну, ничего страшного. Всего-навсего подушка моего отца. Опа. Есть.
звонили Елене Дубровиной. Сейчас я не могу ответить на ваш звонок. Оставьте сообщение, и я обязательно вам перезвоню. Лен, сними трубку, это я. Нам надо поговорить, это срочно. Я все знаю, Лена. Я могу тебе помочь. Ленка, не молчи. Лен, сними трубку. Нам нужно поговорить, это срочно. Я знаю, что люди, с которых ты писала героев, погибали в жизни точно так же, как в книгах. Мне старуха Ферапонтова рассказала. Она видела убийцу. Я тебя не виню. Я могу тебе помочь, Лен. Лен, ты не молчи. Умоляю, возьми трубку. Красавица. Теперь ты можешь грызть все, что тебе захочется. А можно только не в моем доме, пожалуйста, ладно? Еще раз Я извините. надеюсь, это то, что вы искали? Да. Мы тоже на это надеемся. Молодец, молодец. Ну, вообще, эти померанские шпицы очень смышленые ребята. Да. В смысле? Подождите, это же щенок южно-русской овчарки же ведь? Ты че, реально поверил? Слушайте, ну вообще, Бабкин ты даешь. на овчарку на самом деле не очень сильно тянет. А вот на померанского шпица идеально. Макар. Так, Серег, ладно. Макар! Все, поехали. Макар, Давай. что ты делаешь-то? Поехали. Макар! Молодец, молодец, животное. Ник, Сереж, скажите, пожалуйста, а вам действительно важно в собаках разбираться? Может, ну его, а? Вы ж не кинолог, в конце концов. ну, в общем-то, да. Слушай, Бабкин, Я достал хотел- уже, поехали. Да, подушку дайте, Все, пожалуйста. простите, еще раз. Ничего Да, спасибо, страшного. до Простите, свидания. еще раз. Извините. Да, Поехали да, уже. ничего страшного. Ты куда смотришь? Мне же твои глаза нужны, твое лицо. Молодец, молодец. Богиня. Фея. Где ты раньше была? Откуда ты взялась в моей жизни? Что? Извините, я просто немножко замерзла. Я, наверное, никакая не фея, да? Господи, прости ради бога. Замерз. Прости меня, идиот. Прости. Сейчас все исправлю. Сейчас. Вот. Вот. Спасибо. Ну? Ведь ты моя натурщица, а я тебе ничего не знаю. Вы знаете, это, наверное, не очень интересно. Но почему? Вот вы художник, и для меня это совершенно другой мир. Может быть, вы расскажете о себе? Не бойся. Это началось давно. Мне было 6 лет. Мама привела меня в Третьяковскую галерею. А что у нас с портретом? А с портретом у нас... Ну? Похоже? Ну, не совсем. Я такой тебя вижу. Командир, 5 минут, хорошо? Давай. Дубровина! Дубровина! О, Вась, привет. А ты что, к Дубровиным? Ну, а к кому же еще? А их нету. А где они? Ну, Ольга Сергеевна с утра в поликлинику уехала, а Лена ушла полчаса назад, я сама видела. Куда она пошла? Ой, это я не знаю, она мне не докладывается. Поехали. Значит, вы спускались по лестнице, услышали шаги, обернулись, и в этот момент он столкнул вас вниз. Пожалуйста. Она... Это была женщина. А вы сможете ее описать? Я видела мельком. Брови черные, густые.
Глаза немного запавшие. Ну а прическа, цвет волос? Я не видела. У нее шапка или капюшон. Я не рассмотрела. Ну складывается что-нибудь? Да пока что-то не очень. Похоже? Ну, Бабкин, удружил. На этой флешке все счета Тагуева, которые он в офшоры переводил. Его комбинат госзаказ от Минсельпрома получил. И теперь я точно знаю, куда и кому он эти деньги отправлял. Мы эти счета арестуем, и Тагуев сядет, и надолго. У меня с ним старые счеты еще с 90-х. Да помню. Ну, рад был помочь. Счастливо. Спасибо. Счастливо. Корнеев тогда работал помощником областного прокурора. Но они Тагуева разрабатывали. Хотели дело завести, в итоге дело не завели. А прокурор был расстрелян в машине прямо перед зданием прокуратуры. Так что за Олега Борисовича можно не волноваться. Корнеев примется за него, мама, не горюй. Слушай, Макар, как ты догадался, что Сахарова компромат на Тагуева в доме Ники хранит? Она же с таким же успехом могла сделать это и у Конецкой. Сереж, девочка Юля Сахарова съезжает от своей подруги Церковниковой. Денег нет, из вещей только маленькая сумка со сменным бельем. В кармане флешка. Представляешь, если ее на улице возьмут люди Тагуева, знаешь, что они с ней сделают? Ну да, вернут в объятия любящего отца. Именно. Выпотрошат наизнанку, найдут флешку, и папаша спокойно избавится от проблемной дочки. Как же я сразу не догадался, Серега. Что? Ну почему они поругались с подругой? Все же очевидно. Ну да, что у Сахаровой плохой характер. Ты вообще помнишь, из-за чего они поругались? Ну, из-за ерунды какой-то. Именно, из-за уборки. Сахарова наорала на свою подругу, потому что та решила убраться в ее комнате. Ну неужели ты думаешь, что из-за такого пустяка можно просто поругаться? Тем более с человеком, от которого зависишь. Ну? Просто Сахарова перепугалась, что та может найти флешку, понял? Серег, ну разобраться надо. Мало ли что-нибудь интересное. Давай, сегодня не жди меня. И председателем этой приемной комиссии оказывается тот самый Левашов, с которым у меня был конфликт, понимаешь? И что? И он говорит мне: прости меня, вот-вот, прости, я был неправ. Потрясающе. Что мне в тебе нравится, ты умеешь слушать. Это так редко бывает. В тебе такая тайна, такая женственность, такая редкость. Какая кожа, боже, какая кожа, какая нежная, какие глаза. Да, я тебя послушаю. Кристина! Ты меня вообще-то просил привезти холсты. Извините, мне пора идти. Это просто какой-то незатыкаемый фонтан красноречия. Сначала я ему 3 часа позировала. Замерзла, у меня все затекло. Потом он мне еще 3 часа рассказывал всю свою жизнь. Я-то думала, что все будет красиво, как в кино. Принц на белом коне, полное счастье. А он, оказывается, еще и зануда. У него и запах изо рта. Это бывает. Ой, Марта Рудольфовна, я... А ты почему здесь? Ты давно должна быть в больнице и с бульоном, и с лекарствами. Уже еду, Марта Рудольфовна, уже еду. Глупо, детка, думать, что однажды приедет принц на белом коне, отвезет тебя в замок и сделает тебя счастливой. Никто не сделает тебя счастливой, кроме тебя самой. Запомни это. Ха. Красота – это оболочка. Принцы, увы, лысеют, принцессы становятся старухами. Так, мы будем сегодня обедать? Или ты собираешься уморить меня голодом? А, да, сейчас. Ой, сейчас.
Если ты дома, то возьми трубку. Лен, я знаю, что произошло, я могу тебе помочь. Не делай этого. Все хорошо. Все хорошо. Все. Спасибо. Хорошо, я буду рядом. Мамочка, я не знаю, что мне делать. Просто вся моя жизнь рушится. Не переживай, доченька. Он тебя любит. Ты его жена, это главное. А Юля, это так, минутное увлечение. У художников это бывает. Не просто увлечение, мама. Он пишет ее портрет. Он со мной даже не разговаривает. Это скоро пройдет. И все опять будет по-прежнему. Да ты не понимаешь, мама. Он влюбился в эту маленькую дрянь. Черт бы побрал эту Марту, ее малолетнюю профурсетку, господи. Черт бы побрал меня, когда я согласилась с ней пить кофе в тот вечер. Какой вечер? О чем ты говоришь? Там была эта девчонка, официантка. Она, кажется, пролила кому-то кофе на брюки. Мы поспорили. В общем, я сказала, что девчонка страшна, как смертный грех. А Марта, что из любой можно сделать красавицу. Потом Марта привела ее в галерею, и Роман начал скакать вокруг нее. Потом писать портрет. Я просто не знаю, что мне делать, мама. Как ты меня нашел? Да так и нашел. Полдня катался по нашим любимым местам. Это не мое любимое место. Нет. Вспомнил, как ты писала клятву на крови. Герой хочет покончить с собой, но не хочет, чтобы это выглядело самоубийством. Ты говорила про это место, что здесь редко кого можно встретить. Инъекция, коллапс легких. Препарат разлагается в крови за 12 часов. Когда тело найдут, то следы препарата уже не обнаружат. И ты хотела, чтобы так выглядело все? А я испугался. Боялся, что не успею. Лен, ну как ты могла? Ты же сама понимала, что это не повод. Ты говорила, что это трусость. Даже для героев твоих книг. Ты не понимаешь. Я убила их. Убила их всех. Это были живые люди, а теперь их нет, они мертвы. Потому что я не смогла вовремя остановиться. Я пыталась, честно. Тогда с физиком. Я сказала себе, это последний раз, больше никогда, он последний. А потом познакомилась с Конецкой. И оказалось, это сильнее меня. Можно сказать, что с ней все обошлось, но вот увидишь, это временно, до поры, до времени, да. Как еще можно остановить этот кошмар? Скажи, если знаешь. Скажи. Да. И чем ты мне можешь помочь? Ничем.
Поехали. Куда? Поехали, надо кое с кем поговорить. Поехали. Что такое? Мне сказали, что ты срочно хочешь меня видеть. Что случилось? Тебе плохо? Приходила Кристина. Ну, прекрасно. Я очень рада, что она, наконец, вспомнила о матери. Попей. Она мне все рассказала. Как ты могла так поступить с ней? Как ты могла? Когда ты привела эту девочку, Юлю, в дом, я тебя спросила, зачем? Помнишь, ты не ответила. И сегодня приезжала Кристина. У нее жизнь рушится. Ты затеяла эту историю, познакомила Мансурова с Юлей. Понимала, что она похожа на Кристинку и должна ему понравиться. Зачем, Марта? А затем, Валечка, что твоя дочь ничего вокруг себя не видит, кроме своего драгоценного мужа. А ты безумно скучаешь. Я ведь знаю. Вы видитесь 1 раз в 2 года. Почему ты распоряжаешься чужими жизнями? Люди не марионетки. Я тебя ни о чем не просила. Ну, знаешь, Валечка, если ждать, пока ты попросишь, можно 7 раз умереть от старости. Да, Валечка, эта девочка действительно очень похожа на Кристину в юности. Да? Я познакомила ее с Мансуровым. А что мне было делать? Смотреть, как ты мучаешься? Когда она в последний раз поздравила тебя с днем рождения? Ты помнишь? Твоя дочь – потребительница, мелкая эгоистка. А я, Валечка, я всего-навсего хотела, чтобы ты была счастлива. И все. Ты не можешь насильно осчастливить меня. Люди не марионетки, и это не кукольный театр, и ты не кукловод. Я очень люблю тебя, умная моя Марта, но только, пожалуйста, не надо ничего придумывать. Жизнь все равно умнее. Я к Валентине в больницу приезжаю, а там Кристина. Сидит, рыдает. Со мной Мансуров не разговаривает, у него увлечение. Что мне делать, мама? А ведь все из-за тебя. Подожди, не поняла. Кристина, его жена. Ну да. Так а при чем здесь Валентина? Да Кристина ее дочь. Чья? Валентины. Ты что, не знала? Да. Подожди, то есть… А я думала, все знали. Юля. Ты слышала? Что это такое? Юля! Ха. По-моему, это тебя. Господи, только этого не хватало. Юля, я не мог тебя не увидеть. Простите, Роман. Я зря согласилась вам позировать. Из этого ничего не получится. Подожди, Юля, ты что? Юля, Юля, Юля! Поезжайте домой. Ваша жена, наверное, волнуется. Ты думаешь, дело моей жене? Это не так, Юля. Дело не в вашей жене. Дело во мне. Никто не сможет сделать меня счастливой, кроме меня самой. Юля! Юля!
И все-таки, Елена Александровна, еще раз подумайте, пожалуйста. Вам знакомо это лицо? Не думаю. Да и вообще не понимаю, кто здесь изображен, мужчина или женщина. Это может быть кто угодно. Простите, ничем не могу вам помочь. Понятно. Двенадцатилетний мальчик пытался задушить своего брата, потому что тот громко смеялся. 15-летняя девушка разбила родной бабке голову о батарею, потому что та не пустила ее на танцы с подружкой. Да уж. Я проводил освидетельствование. Очаровательная девочка. Сахарова твоя, которая изрезала соседскую девочку из-за куклы. Не представляешь, сколько таких случаев. А в чем могут быть причины? Причины? Прежде всего, наследственность. Хотя, если дети растут в неблагополучной среде, риск рецидива повышается. Страдают от вспышек агрессивности чаще всего члены семьи. Да. Я проанализировал историю болезни Сахаровой и могу тебе сказать, что люди, которые находятся рядом с ней, подвергаются постоянной опасности. А как часто могут эти вспышки агрессии возникнуть? Тебя интересует статистика? Примерно 70% пациентов с этим диагнозом имеют регулярные рецидивы. Так что она может взорваться в любой момент на голом месте. Угу. Например, если разозлиться. А разозлиться она может от чего угодно. Если ее не любят. Или ей кажется, что не любят. Если нарушили ее планы, или она думает, что ее планы нарушили. Что здесь происходит? Что происходит? Вы что себе позволяете, Юля? Я сейчас объясню, что происходит. Вы использовали меня. Вам плевать на людей. Плевать, что они чувствуют. Вы играете людьми, как куклами. Что с вами? Юля? Старая ведьма. Таких, как вы, надо просто убивать. Юля, уберите это. Я думала, нет никого хуже, чем мой Юленька, отец. пожалуйста. Но оказалось, что вы еще хуже. Отец псих. Его контузило. Пожалуйста. На войне. Но вы ведь все это в трезвом уме делаете. Таких, как вы, надо убивать. А что здесь происходит? Я не верю, дикость какая-то. Ты перестала писать, потому что с прототипами твоих героев случалось то же самое, что и с героями. Вспомни, как ты об этом узнала? Я прочла в газете. Отлично. Можешь вспомнить, кто показал тебе эту газету? Кто был в курсе всех твоих дел? С кем ты встречалась? О ком ты писала? Кому ты показывала черновики? Кто был твоим главным критиком? Кто первым сказал тебе, что с вашей бывшей соседкой случилось несчастье? Что она попала под поезд в метро? Поговори с Мурушевой. Она тебе расскажет, кто ее скинул с лестницы. Ты не веришь мне, не веришь соседке. Но вот есть Мурушева. Она не страдает старческим слабоумием. И она видела, кто это сделал. Как бы дико это ни выглядело. Господи, мамочка.
все. Тихо. Ничего не понимаю. Кто Ворошова с лестницы столкнул? Нет, Сахарова заказал тетушку. Но исполнитель-то. Когда на Ворошова напали, он же с пулей в башке отдыхал. Может, действительно случайность. Тупо попытка ограбления. Серег, никто трубку не берет. Все, поехали проверим. Подушки не жрать. Макар, чем мы так бежим? Прям как на пожар, ей-богу. Серег, поганое предчувствие у меня. Боюсь, что Сахарова может сорваться, если уже не сорвалась. Поехали. Сейчас все будет. Ну что? Черт, не получается. Да шучу я. Слушай, как у тебя так? Дверь-то получается открывать? Потом научу. Тихо сиди. Тише. Тихо, я сказала. Кажется, там. Пошли, пошли. Так. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Прошу вас, не делайте этого. Положите нож. Вы кто? Меня зовут Макар Илюшин. Меня нанял ваш отец. Стой, где стоишь, Макар Илюшин. Стою. И руки поднимите оба. Все, Пистолеты бросьте. кладем. Дальше от себя. Молодцы. Что же мне с вами делать-то, а? Очень вы не вовремя. Вы все, видимо, сговорились портить мне жизнь, да? Тихо, тихо, Сначала Юля это под ногами крутится, теперь вы. А так ведь хорошо все складывалось. Ты что делаешь? А знаешь, сколько сил у меня ушло на то, чтобы войти к ней в доверие? Давайте спокойно все обсудим, а? Обсудим? Отец тоже все хотел обсудить. Меня, видимо, все здесь за идиотку держат. Так, Юля, нет. Мы понимаем, у вас с отцом были какие-то проблемы. Ах, вы так все хорошо понимаете, Макар Илюш. Так должны знать, что я люблю решать свои проблемы. Потому что я ненавижу, когда мне их устраивают, а мне их постоянно устраивают. Сначала мать. Я ей сказала: мама, отпусти меня в Москву к отцу. Она сказала: нет, дочка, сиди в Юрьеве. Тогда я в 8 классе решила сбежать сама к отцу в Москву. И знаете, что сделала эта дрянь, моя мамаша? Объявила в розыск. И меня вернули домой из милиции. Она все время цеплялась за меня. Она не хотела оставить меня в покое. Она пыталась мной руководить. И мне ничего другого не оставалось, как просто превратить ее жизнь в ад. А когда она решила умереть, я просто не стала ей мешать. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Юля, отпустите ее, она здесь ни при чем. Ты же знаешь, если сюда приедет полиция, разговаривать они не станут. Я устала от этих разговоров. Сначала я разберусь со старухой, потом с этой маленькой дурой, а только потом решу, что делать с вами. Ясно? А пока спокойно стойте и закройте рты. Юля, не трогай, она ни при чем. Не могу. Она мне очень надоела. Макар, держи ее! Так, нож, нож! Как ты, Юля? Я скорую вызову. Ну, ты в порядке? Нет. Я не могу с этим жить. Мне надо понимать, почему, кто виноват, что так произошло. Я думаю, разговор с психиатром тебе многое разъяснил. Да, его разъяснение было предсказуемо. Депрессия, накопленная годами. Тяжелое детство в детдоме, откуда моя мать вышла с букетом неврозов. Неудачное замужество и я, которая стала единственным смыслом ее жизни.
Ведь именно поэтому она не разрешала мне видеться с отцом, а потом всю жизнь ограждала меня от мужчин. Внушала, что семейная жизнь – это иллюзия, любовь – лишняя головная боль. Но я до сих пор не могу понять, почему моя мать, которую я так любила, стала чудовищем, и я не заметила, когда это с ней произошло. Пойдем. Пойдем. Еще раз молиться. Не забывайте про посты. Не забывайте, что там наверху о вас думают. Не сомневайтесь, все будет хорошо. Я вам обещаю. В этом наше предназначение. Никуда мы от этого не уйдем. Ничего страшного. Поверьте мне. Читайте побольше Библии и обязательно молитесь. Молитесь, молитесь, молитесь. А у меня к тебе радостная новость. Ну-ка. Тагоев будет депутатствовать за решеткой. Ух Того, ты. держи. Держи, мой хороший, поешь. Завели на него уголовное дело, вскрыли все аферы, так что прощай, Госдума. Здравствуй, СИЗО. Под залог его не вытащили, адвокаты из кожи вон лезли, чтобы вытащить его оттуда. Тогда, Серег, предлагаю это отметить. Ты смотри, что у меня есть. Что это? 2 пригласительных на неделю высокой моды. Канецкая вручила в качестве благодарности. Представляешь? Говорит, Серег, мы с тобой плохо одеваемся. Видишь ли, Канецкая у нас дама энергичная, но очень одинокая. Все мужья поумирали, детей нет. Эх, вот и ищет, кого бы обиходить. Ну да. Сначала подругу приютила, потом эту безумную племянницу, а теперь и за нас принялась. Да уж. Кстати, а почему Лея? Что почему Лея? Ну, почему Канецкая называла племянницу Леей? Серег, Лея – это домашнее имя от Юлии. У Канецкой так бабку звали, в честь которой назвали Юлию, то есть Лию. Понимаешь? Говорит, что очень была похожа на ее бабку, поэтому и приютила, и завещание написала. Видишь, как детей хотела иметь? Да, вот и добилась. Да уж, добилась. Слушай, а ты в курсе, что эта девчонка так и живет у Канецкой, а? Нет. О. А вообще, что за девчонка? Откуда она взялась? Серег, самое интересное – никто. Непонятно. Обычная 20-летняя девчонка из Подмосковья. Судьба у нее там какая-то сложная. Мать умерла, отец бухал, еще контуженный был. За пистолет начал хвататься. Та не выдержала и убежала из дома. Потом ее какой-то водитель подобрал, до города подбросил. Она устроилась в кофейню работать. Там ее Канецкая подобрала и носится теперь с ней, как с мясной торбой. Повезло девчонке. Да. Хочешь? Бобик. Апорт. Эх ты, тупая псина. Батюшка, подождите, пожалуйста. Я хотела бы с вами поговорить. Моя мать, она находится здесь, и я хотела попросить вас. Вы хотите, чтобы я исповедовал вашу матушку? Нет. Скорее исповедаться нужно мне. Хорошо, я слушаю вас. Понимаете, мама делала зло другим людям ради моего счастья, вы понимаете? Ей казалось, что я буду счастлива, если она оградит меня от большого мира, если она меня привяжет к себе. Она любила меня больше жизни, и что? Это не любовь, это эгоизм. Очень часто под благими человеческими намерениями скрывается простой человеческий эгоизм или потакание своим страхом. У каждого человека есть свое предназначение, и компасом на пути поиска этого предназначения служит Господь Бог. И если человек сбивается со своего жизненного пути, то его жизнь теряет смысл. А без смысла она очень легко может стать марионеткой в руках темных сил. Каждый день
Каждый час мы делаем свой выбор. Бродить ли в тумане собственных страхов и сомнений, или следовать внутреннему свету. Поймите, только Господь Бог может решить судьбу человека. И ему важно, к чему стремится человек. Невозможно прожить чужую жизнь, но нужно попытаться прожить свою. Чушь. Банально. Ну, скучно, скучно. Надо учиться работать с цветом. Где линия? Вот. Но это примитивно. И это 1000 раз было. А где ты сама? Где ты? Где твой взгляд, твое лицо? Ты собираешься поступать в текстильную академию. С чем ты пойдешь? С этим? Господи. Да это даже на рынке не продашь. Это все чудовищно. Нет, это просто кошмар. Просто... Нет, вот это, пожалуй, ничего. Да и это тоже. Да? Вы правда так думаете? Ты такси вызвала? Нет. Мы что, с тобой не идем сегодня на показ? Идем. Время 3:30. Идем. Иди вызывай машину. Да, уже бегу. Thank you.